Зачем нужно производить ремонт коробки переменных передач? Давайте разберем сегодняшнюю тему. И всем привет! Как всегда. Итак, значит, перейдя к основной части данного видео, кратенько напомню то, что сегодняшний туториал лекционного формата, и поэтому я постараюсь за короткое время сообщить максимально важную и актуальную информацию. Ну что ж, перейдем к основной части данного видео. Основные неисправности в коробке переменных передач, известно как КПП, в процессе эксплуатации является: первое, повышенные шумы, второе, затрудненные переключения передач, третье, утечка масла, четвертое, самопроизвольное выключение передачи. Так, значит, разберем одну из причин, а именно повышенный шум при ремонте может быть из-за следующих причин. Первое, это отсутствие масла в коробке. И второе, повышенный износ зубьев, шестерен и подшипников. Для устранения данной неисправности необходимо проверить, а при необходимости долить масло. Если шум не прекращается, коробку необходимо снять, разобрать и заменить изношенные детали. Вторым признаком неисправности наблюдается при применении: первое, масло с повышенной вязкостью, второе, неисправность синхронизатора, третье, деформация вилок переключения, четвертое, разрегулировка привода переключения передачи. Регулировка передачи. Автомобиль ставится на эстакаду на стояночный тормоз. Рычаг переключения передач ставится в нейтральное положение и отгибается защитный чехол вверх. Действие снизу. Ослабляем болт крепления хомута, соединяющий тягу со штоком-тросиком. Вручную шток переключения переводим в нейтральное положение, устанавливая рычаг переключения, чтобы его нижняя часть находилась в расположении перпендикулярно кузову, а верхняя часть на 1/3 от сидения пассажира. Третий признак — самопроизвольное включение передачи возникает из-за износа фиксаторов или полома их пружин, изнашивания блокировочных колец синхронизатора, повреждений синхронизатора или шестерен. Утечка масла наблюдается из-за повреждений уплотнительных элементов или ослабления крепления. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если кому-то понравилось, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Мне это будет очень приятно, а вам будет полезно. Также не забывайте поставить лайк, оставить комментарий. Но если кому-то что-то не понравилось, то, пожалуйста, вместо глупого дизлайка, пожалуйста, прокомментируйте мою ошибку, над чем мне нужно именно работать. Или, допустим, у вас есть какая-то своя тема для видео, то, пожалуйста, тоже пишите в комментарии. Я все это постараюсь учесть, и в ближайшем будущем я постараюсь это дело сделать. Это все будет зависеть от того, сколько я лайков наберу. Давайте наберем хотя бы 50 или 100 лайков. По сути, это все, что я хотел вам рассказать. Помните, дальше будет только интереснее, и всем удачи!